Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить торт с воздушным мега-малиновым маршмеллоу внутри и вкуснейшим малиново-кокосовым кремом снаружи. В нем потрясающее сочетание малина-шоколад, простое и гармоничное. А прослойка в форме маршмеллоу очень приятно тает во рту и особенно нравится детям. Друзья, я также готовлю для вас видео с рецептом бисквитного лимонного печенья с ванильным кремом на белом шоколаде. Это видео выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший десерт. Для коржей нам понадобится 130 грамм муки. У меня смесь кукурузной и муки зеленой гречки. Можно выбрать и другие виды муки, например, с глютеновыми вариантами тоже получится прекрасный корж, но немного другой текстуры, менее рыхлый. Добавляем 25 грамм какао и 2 чайные ложки разрыхлителя. Тщательно размешиваем сухие ингредиенты. Также нам понадобится 6 яиц. Разделяем их на желтки и белки. Отделяем белок над отдельной емкостью так, чтобы ни грамма желтка не попало к белкам. Чаша для взбивания должна быть сухая и чистая. В принципе, можно взбить и яйца целиком, но потребуется существенно больше времени на взбивание. К желткам добавляем 20 грамм любого жидкого масла, устойчивого к температурному воздействию. Размешиваем. К белкам добавляем половину чайной ложки соли, 70 грамм измельченного в пудру эритрита и 70 грамм натурального сиропа. Начинаем взбивать на средней скорости, потом переключаем на высокую. Насчет подсластителей, здесь сироп и эритрит можно использовать в любой пропорции. Можно только сироп, можно только эритрит. Если хотите использовать интенсивный подсластитель, то добавьте 1 грамм ксантановой камеди. Она поможет сделать взбитые белки устойчивее. Белки взбиваются довольно быстро, не перевзбейте. Как только они достигли такой консистенции, что стали неподвижны при перевороте чаши, прекращаем взбивание. Правильно взбитые белки – залог того, что они не опадут при перемешивании теста и выпекании коржа. Сначала часть белков отправляем к желтковой смеси, соединяем с помощью лопатки и еще немного белков. Теперь соединяем с остальными белками. Аккуратными движениями снизу вверх перемешиваем лопаткой. Сухие ингредиенты лучше всего просеять через сито, так их будет проще всего промешать. Также аккуратно промешиваем сухие ингредиенты до полной однородности. Вот такое мягкое воздушное тесто должно получиться. Перекладываем его в форму. У меня это кольцо диаметром 16 см, которое стоит на силиконовом коврике. Корж получается довольно высокий. Отправляем его в разогретую до 165 градусов Цельсия духовку на 50-60 минут. Вот такой коржик получается. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Желательно оставить его в духовке до полного остывания. Корж остыл, прорезаем ножом по краю формы. Это, пожалуй, один из моих любимых шоколадных коржей, очень мягкий и пышный, при этом абсолютно не сухой, если не передержать его в духовке. Упаковываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 5-8 часов. Я измельчила в блендере 400 грамм малины, и эту ягоду обязательно нужно пропустить через сито, чтобы избавиться от косточек. Процеживаем очень тщательно с помощью лопатки или ложки, чтобы получить 240 грамм жидкого малинового пюре. Доводим пюре до кипения. 90 грамм перекладываем в отдельную чашу. Это пюре понадобится нам для крема на покрытие. А в оставшееся горячее пюре добавляем заранее замоченный желатин. Здесь 10 грамм желатина в 50 граммах воды. Размешиваем до полного растворения. Если вдруг часть желатина не растворилась, прогрейте еще немного до растворения. И подсластитель по вкусу. Если вы используете жидкий подсластитель, то вес пюре нужно убавить на то же количество грамм. Переливаем пюре в чашу для взбивания.
И взбиваем сначала на средней скорости, а потом переключаем на высокую. Постепенно масса начинает светлеть. Это и есть наш маршмеллоу. Он просто мега малиновый и очень вкусный. По данному рецепту получается очень мягкий и нежный маршмеллоу, чтобы его можно было кушать в торте. Он не подходит для отсаживания в форме зефирок и хранится только в холодильнике в закрытом виде. Рецепт ПП маршмеллоу в форме зефира уже есть на моем канале, в нем тоже ничего сложного. Пока маршмеллоу взбивается, я нарезаю коржи. Этот высокий корж можно нарезать на 3 коржа примерно по 2 см, то есть довольно высокие. Но я знаю, многие не любят в тортах много коржей. На свой вкус можете испечь 2/3 от объема ингредиентов, тогда коржи получатся потоньше. Маршмеллоу взбивается примерно 10-15 минут. Время зависит от вашего миксера и от температуры в помещении. При охлаждении масса взбивается быстрее. Когда маршмеллоу готов, вы увидите, что остается четкий след от венчика, появляются вот такие полости при взбивании. При этом масса остается очень мягкой и совсем не жесткой, как обычная маршмеллоу. Перекладываем ее в кондитерский мешок и сразу приступаем к сборке торта. На дно капаем немного маршмеллоу, чтобы зафиксировать торт. Выкладываем нижний корж и пропитываем. Коржи большие, на каждый корж уходит примерно 40 грамм пропитки. Я использую смесь натурального сиропа и воды в равных пропорциях. Выкладываем половину маршмеллоу, это примерно 100 грамм. Но за счет пышности массы получается довольно внушительный слой. Распределяем. Накрываем вторым коржом. Прижимаем. И повторяем процедуру. Третий корж тоже обязательно пропитываем. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 5 часов. Примерно за 1-2 часа до покрытия приготовим крем. Сегодня я предлагаю совершенно новый малиново-кокосовый крем на основе творога. За счет других вкусовых акцентов творог здесь будет чувствоваться не сильно, но все же советую вам внимательно отнестись к его выбору. Главное, чтобы он был вкусный. Также творог не должен содержать лишней влаги. У меня обезжиренный, но можно выбрать любой. 400 грамм творога измельчаем с помощью блендера в гладкую массу. Или почти гладкую, насколько позволяет ваш творог. Сюда же добавляем 90 грамм малинового пюре и 30 грамм растопленного кокосового масла. Важно, чтобы при добавлении кокосового масла ингредиенты не были холодными, чтобы оно не застыло раньше времени. Сюда же добавьте подсластитель. Я просто забыла его сразу положить. Соединяем ингредиенты с помощью блендера до однородности. Получается нежно-розовый крем, очень ароматный за счет и малины, и кокоса. Пока он еще жидкий для покрытия, но в холодильнике еще загустеет. А я добавляю немного подсластителя, так как забыла добавить его ранее. И размешиваю. Перекладываем крем в кондитерский мешок и оставляем в холодильнике на 1-2 часа до загустения. Когда торт настоялся, снимаем с него кольцо. У меня немного неудачно снялось вместе с ацетатной лентой, но все неровности закроем кремом. Покрываем торт из кондитерского мешка сбоку и сверху. Выравниваем. Как видите, крем уже полностью загустел и прекрасно держит форму. Также сбоку и сверху. Еще раз сбоку и еще раз сверху. Так, пока не добьемся ровной цилиндрической формы. Оставшийся крем я переложила в кондитерский мешок с насадкой и выкладываю небольшие розочки. Осталось 100 грамм крема, и этого хватит на вот такие скромные небольшие розочки. Для розочек побольше сделайте крема больше на 100, 200 или даже 300 грамм, если хотите высокие розочки. Добавлю немного контраста и украшу торт глазурью молочный шоколад. У меня на канале есть плейлист ПП глазури, ссылку оставлю в описании. И немного посыплю сублимированной малиной.
Простой нежный декор. И вот в чем преимущество тортов без красителей с натуральным цветом. За счет высокого содержания пюре в составе торт сразу очень ароматный, причем чувствуется аромат и малины, и кокоса. Давайте его разрежем. Нежно-шоколадные коржи. В них такой не кричащий шоколадный вкус, мягкий. Воздушная мега-малиновая маршмеллоу и вкусный малиново-кокосовый крем. Это очень вкусно, очень ароматно. Сочетание малина-шоколад потрясающее в своей простоте и гармоничности. А прослойка в форме маршмеллоу очень приятно тает во рту и особенно нравится детям. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!